Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного, необычного, эксклюзивного полотна. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива подойдут абсолютно любые разные ненужные старые джинсовые вещи. Вот сейчас вы видите у меня рукав от куртки, из него я буду вырезать основу, а уже для элементов я подготовила вот такие разные по цвету. В качестве шаблона я буду использовать линейку, она у меня вот такая круглая. Она мне подходит по размеру. Кстати, размер может быть абсолютно любой, и это не обязательно может быть круг. Будет красиво смотреться и с квадратами, и с гексагонами. Любая геометрическая фигура здесь подойдет. И не обязательно использовать линейку в качестве шаблона. Вы можете взять циркуль, просто нарисовать тот диаметр круга, который вам нужен, вырезать из картона, и будет вам отличный шаблон. Еще как определяться по размеру. Я беру основу, на нее прикладываю круг и смотрю, вот, сколько кругов у меня здесь будет. Круги можно располагать не обязательно в ряд, можно хаотично. Опять же, все зависит от размера вашего изделия и вообще какое изделие вы шьете. Это может быть покрывало, тогда круги могут быть побольше. Это может быть сумочка, где небольшая, да, где круги будут меньше. То есть все зависит от вашей задумки. Теперь я делаю разметку и по ней вырезаю свои круги. Так как вы в начале видео видели готовую работу, вы наверняка заметили, что круги там от большого к маленькому. Но шаблон я не меняла, то есть можно было сделать несколько шаблонов и по ним вырезать. Я же просто по одному шаблону вот так вырезала круги. На некоторых кругах у меня здесь вот, например, да, тут строчка, тут это джинсы были узкие, но я сейчас это срежу все уже по ходу. Так как я решила именно в этом случае обработать края каждого круга ножницами зигзаг. Вот я их подготовила, вот такие они у меня, самые обычные, и можно было бы ними, в принципе, и вырезать сразу же. Но когда я вырезаю ними полностью, да, вот из полотна какие-то элементы, у меня очень сильно болит рука. А когда я вот просто по краю срезаю, то все хорошо. Поэтому, если у вас, возможно, какие-то классные, модные, удобные ножницы зигзаг, пользуйтесь. Если такие, как у меня, самые обычные китайские и не очень рука чувствует себя после них, то делайте вот как я. Если у вас нет ножниц зигзаг, это тоже не проблема. Либо оставляйте круг как есть после обычных ножниц, либо на швейной машинке сделайте по краю строчку зигзаг. Ну что ж, вот я вырезала свои круги. Где-то у меня их 3, где-то 4. Разницы особо нет. Главное, что я следила, чтобы двух одинаковых цветов не было рядышком. Теперь я подбираю нитки. Смотрите, я подготовила разные цвета. И изначально я была уверена, что хочу сделать отстрочку ниткой, которая бы была похожа на тот цвет нити, который обычно и чаще всего делают отстрочку на джинсах. Но я поняла, что мне не нравится, и в итоге решила, что буду делать строчки синей нитью. Вот покажу поближе, как это выглядит. И вот синяя мой фаворит. Далее иду к машинке, делаю первую строчку по центру. Далее, ориентируясь на лапку, прокладываю следующую и так, пока не дойду до конца. У меня от среза лапки до иглы ровно 0,5, то есть это мой припуск. Таким образом прошиваю в одну сторону, затем в другую от центра. И когда уже прошита деталь с одной стороны, поворачиваю и начинаю прошивать с другой. То есть у нас будет стежка квадратиками. Длина стежка у меня стояла 3,5 мм, так как это все-таки декоративная отстрочка. А уже пришивать деталь я уже скажу, там будем менять, потому что нужно зафиксировать все детали, все строчки, чтобы ничего у нас со временем с этим полотном и с этим изделием не случилось. Итак, выкладываю получившиеся кружочки на полотно, ну, точнее, на основу, в том порядке, в котором вы хотите видеть свое полотно. Теперь нам нужно разрезать эти круги. Как я это делаю? Вот тут сейчас покажу.
Так как строчки мы делали квадратами, да, то есть вот сейчас я поближе покажу, вот квадраты у нас, а разрезать я буду вот так, вот, чтобы не по строчке разрез был, а от уголочка в уголочек. Круг можно разрезать на несколько частей, то есть на 3, даже на 2 будет тоже хорошо, но на 3, мне кажется, будет уже лучше. Также на 4 и даже у меня некоторые разрезаны на 5 частей. Как их рассчитать? Не нужно там до миллиметра. Вот, например, берете линеечку, вот показываю, да, ширина линейки сколько здесь? Чуть больше 2,5, где-то 2,7. И смотрите, сколько у вас ваш круг. Ну и примерно, опять же, повторюсь, не обязательно там миллиметр в миллиметр. Делаете разметку. Ну вот я, например, с изнанки делаю раз, два и вот так 3. И смотрю, вижу, что мне не нравится, слишком вот эти детали отличаются по размеру, поэтому, ну, беру другую линейку, смотрю, перерисовываю. То есть не сразу разрезаю. Сначала делаю разметку, убеждаюсь, что мне все нравится, и затем беру ножницы, не зигзаг обычные, и разрезаю. Опять же, нам этот край нужен ровный, потому что мы же его будем пришивать, делать строчку дополнительную, поэтому тут вот просто вот так. Все готово. Теперь переворачиваю на лицевую сторону и смотрю, что же у меня получилось. Я буду пришивать со сдвигом, но сдвиг идет так. Одна деталь вправо, другая влево и так вот сюда, 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 сюда. Вот, все. Вот наш круг таким образом разрезан. Так разрезаю каждый кружочек и дальше покажу. Вот что у меня получилось. Так это выглядит. Я уже убедилась в том, что мне нравится расположение, все, смещение, все так, как я хотела. И теперь каждую деталь нам нужно пришить. Для удобства я прикалываю булавками каждую деталь, чтобы все было ровно, ничего не смещалось, и пришиваю по одному кругу. Вот, смотрите, сейчас я уже возле машинки. Здесь у меня длина стежка 2,5, то есть стежок помельче, и он закрепит всю нашу стежку, строчки все, которые мы сделали. И ничего с этим полотном в дальнейшем не произойдет, строчки не распустятся. Вот таким образом пришиваю абсолютно все детали. Если что-то где-то вижу, что неровно, на этом этапе еще можно все поправить. Вот так. И тут уже и в начале, и в конце строчки обязательно делаю закрепку. И так пришиваю абсолютно все детали. И полотно мое полностью готово. Вот так выглядит изнанка. То есть здесь она не будет открыта, здесь будет все закрыто. И вот такое лицо. Результатом я очень довольна. Из подобных полотен можно сшить абсолютно любое изделие. Это может быть сумка, косметичка, кошелек, подушка, покрывало, коврик, ланчмат, все что угодно. Конечно же, эти полотна можно использовать в пошиве одежды, как цельным полотном, так и вставками. Это могут быть какие-то элементы вставки на спинке, на полочке, где угодно. Не ограничивайте свое творчество, применяйте в различных изделиях и дайте волю своему творчеству. У меня на канале есть целый плейлист «Шьем из джинсов». Кто его не видел, ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите, вдохновляйтесь и пользуйтесь. А на этом видео подходит к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались вопросы, пишите их в комментариях, все их вижу, все читаю, и если там есть вопрос, обязательно отвечаю. На сегодня все, всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.